Как говорят у нас в Канохе. Ну что, мои сладенькие тяночки, пришло время поговорить о Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Не название, а набор хэштегов какой-то. Я уже делал обзор на первую часть Naruto Ultimate Ninja Storm. Ссылка на него будет в описании. Кто не видел, обязательно посмотреть, иначе получите Расенганом по харе. Разработала вторую часть та же компания, что и первую, Cyber Connect 2, а издала компания Namco Bandai Games. Вышла она 15 октября 2010 года на платформах Xbox 360 и PlayStation 3, и только спустя время была портирована на компьютер. При запуске игра встречает нас сценой, где рыжеволосый брюнет ломает село, Сакура плачет. Чокнутая сука! Ну и далее следует эпический трейлер игры. Сюжет игры охватывает половину второго сезона аниме, от самого начала, когда Наруто возвращается в деревню, и до битвы с рыжим колдуном. В подробностях рассказывать о сюжете нет никакого смысла, так как игра копирует аниме, которое вы все и так видели, и в курсе, что происходит, в какой последовательности, то чей брат, кто наркоман, у кого коронавирус, кого посадили на Чидоре, курение убивает, Шаринган, Хидан еблан, этот вообще носит рот в руках, какашек крут. Саски вернись в село, собака сутулая, а в конце оказалось, что это его родная сестра. Нихуя себе, блядь. Вы и так все знаете, а если ты не смотрел Наруто, я не понимаю, зачем ты вообще живешь. Геймплей во второй части глобальных изменений не получил. Остались все те же возможности: наземные и воздушные комбо, метание сюрикенов и кунаев, различные дзюцу, техника подмены, захват и ульта. Сюжетная линия значительно улучшилась в сравнении с первой частью. В первом шторме все миссии, как основные, так и дополнительные, были одинаковыми, менялась только сложность. Разнообразия особо не было. Мы будем путешествовать по миру и сражаться с противниками на той местности в зависимости от того, какая сейчас арка. Поиск Саски, Миша, не выебывайся, я тебе честно говорю. битва с Акацуки. Въебал, В общем, вы поняли. И если раньше сюжет надо было проходить сугубо для того, чтобы разблокировать всех персонажей и рубиться ими во фрибатле, то во второй части и сюжет проходить стало интересно. Но схема осталась та же. Чтобы вдоволь потеребить своего Орочимару Куна на сочные бои или киллера Би во фрибатле, нужно пройти сюжет и разблокировать всех персонажей, которых тут 42. Почти вдвое больше, чем в первой части. Там было 25. Теперь фанаты Наруто смогут еще больше чакры извергаться, пока дома нет мамы, на своих любимых персонажей. И что еще радует, во втором шторме наконец сделали возможность драться 1 на 1 без саппортов, что дает возможность воссоздать поединки из аниме. Расходники тоже никуда не делись. Во время боя по-прежнему можно кинуть взрывающийся лист А4 в лицо противника или съесть ЛСД, чтобы похилиться. Убрали возможность выбора дзюцу перед началом боя. Теперь за каждым персонажем закреплено определенное ниндзюцу, которое он использовал в аниме. Сбор коллекционных штук тоже остался, куда же без коллекции. Покупаются они в магазинах Канохи, различные титулы, музыка, карточки и тому подобное. Кстати, саму Каноху и весь процесс перемещения по ней тоже изменили. Теперь возможность пойти куда угодно в открытой деревне сменилась локационными коридорами. Можно было бы сказать, что это плохо, ведь приятнее бродить по полноценной Канохе. Но учитывая то, что теперь помимо деревни мы можем бегать чуть ли не по всему миру, это уже выглядит не так плохо. Тем более локации прорисованы приятно. Вот что действительно можно считать минусом, так это ультимативные способности. В красочности они намного уступают первой части. Во-первых, убрали систему QTE, теперь при юзании ульты не надо выдрачивать комбинацию клавиш, чтобы успешно ее применить или увернуться от нее. Это несомненно плюс, потому что дзюцу применяется сразу, если вы попали, а увернуться от нее можно просто вовремя поставив обычный блок. Это придало поединкам больше динамичности. В первой части шиноби так активно чистили друг другу морду, все так быстро, резко, как подлива. Ладно, и эпично, и тут бац, 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 ульта, и вы полчаса с ноги бьете по клавишам, чтобы перекликать соперника и завязать ульту. Во второй части все происходит сразу и динамика боя не меняется. Но вот сама кат-сцена ульты стала намного короче и не такой эпичной. В первом шторме была относительно долгая кат-сцена, отдельная музыка во время действия ультимейта, и срежиссировано это было очень сочно. В Shippuden завезли еще онлайн режим, так что если надоест использовать Цукуйоми на ботах, можете пойти и получить по соплям каким-нибудь Шинра Тенсеем от другого человека. В целом игра супер. Взяв во внимание небольшое количество минусов, я ставлю этой игре 9 шаринганов из 10 Акамару. Кого интересует, потянет ли его печка эту игру, я напишу требования в описании, сможете сравнить. Но поиграть советую каждому куну и каждой тяночке. Особенно если ты мощный фанат Наруто, как и я. А если ты не смотрел Наруто, то повторюсь. Выйди отсюда.
Розбійник. Не забудь поддержать своего Хокаге, то есть меня, лайком, репостом и комментарием под этим видео. А если ты впервые в моем селе, то и подпиской на мой канал. Все эти действия помогут мне поддерживать мотивацию и продолжать творить для вас искусство. А искусство, как говорил Дейдара, это взрыв! О, блядь! Охуеть! О! Ай, сука! О, чё, обосрался, что ли, нахуй? Ёбаный насос, а? Ох.